Всем привет, дорогие друзья, на связи как всегда Малютка Фриги Викинг, всем хорошего настроения. В этом видео мы поговорим с вами о том, что нам известно касаемо КВК. Недавно на своем канале я выпускал ролик, в котором свои предположения высказал вам, каким может быть КВК, то есть информации еще никакой не было, то есть только разработчики заанонсили нам, что КВК скоро придет. И в принципе можете посмотреть этот ролик, если вы его еще не видели, ссылочка на экране. В нем я рассказал, каким же может быть КВК. Это чисто гипотеза, это чисто мой игровой опыт, который я применил и спроецировал на игру Viking Rise. Разработчику достаточно сложно меня удивить и переиграть, поэтому они выкатили КВК, которая по структуре очень похожа на те размышления, которые я дал в том ролике. Ну а в этом ролике я хотел бы с вами поговорить об одной важной, неотъемлемой части КВК. Это у нас подготовка КВК, на языке геймеров, мы же с вами геймеры, будем называть ее pre-КВК. Pre-КВК стартует после того, как вы попали в матчмейкинг с другими королевствами, соответственно, вы уже одобрены на этот матч, и у вас начинается череда ивентов. Почему я сказал ранее, что они очень важные? Потому что в данной подготовке, во-первых, вы можете получить определенный буст для своего королевства, который позволит вам войти именно в этот КВК более подготовленным. Вы сможете получить больше ресурсов, различных итемов и прокачать свой аккаунт повыше для того, чтобы максимально профитно выступить в этом КВК. Желаю тебе приятного просмотра, не забывай по-братски поставить лайкос, подписаться на канал, прожать колокольчик, и мы начинаем. О структуре, правилах и механике КВК мы с вами будем говорить, когда первая КВК-карта откроется, и мы с вами сможем подробно познакомиться с данной информацией. А сегодня мы поговорим как раз таки о pre-КВК, о подготовке. Данное событие является очень важным, я повторюсь, как и в начале, потому что здесь есть задания, которые позволят вашему королевству поднять солидный буст. Само событие называется поклонение Тиру. В него входит в блок из 5 событий. Это 5 раундов, в котором ваше королевство будет выполнять определенные задачи и получать различные плюшки. Подготовка КВК делится на 5 ивентов. Называются они тренировка, запасы еды, найм, профилактика и создание доспех. На каждый этап отводится по несколько дней, соответственно, все участники королевств, которые попали в КВК, будут в этой подготовке бороться за различные награды, выполняя различные ивенты. Нетрудно догадаться, что в каждом событии, в каждом этапе будут отдельные ивенты. Вы будете выполнять их индивидуально и получать определенные очки. Очки будут делиться на индивидуальные и на очки королевства, то есть у вас будет 2 рейтинга. В каждом рейтинге есть свои награды. Все эти очки можно будет проверить в поклонении Тиру, то есть нажав на статую, вы переходите в рейтинг, где сможете посмотреть, какие же награды может получить за определенное место в pre-КВК королевства и какие награды вы можете получить индивидуально. В индивидуальном рейтинге вы сможете получить достаточно солидные награды, если заберетесь повыше. Соответственно, вам нужно будет ежедневно на протяжении всего pre-КВК выполнять различные задания, и, соответственно, вам будут начисляться очки, которые и будут формировать данный рейтинг. Например, за первое место вы сможете получить 125 универсальных кусков на командира, 125 универсальных кусков первого сезона на скиллы, для того, чтобы прокачать скиллы, достаточно солидную сумму ускорений и немножко ресурсов. Если вы, к примеру, залетите в топ-100, здесь награды будут уже поменьше, но тем не менее бороться за них будет не так сложно, и вы здесь также сможете получить небольшое количество кусков на командира, небольшое количество ускорений, и все это вам пригодится для того, чтобы прокачивать свой аккаунт. С рейтингом королевства дела обстоят иначе. Там вы будете получать не материальные награды, а будете получать определенный баф, который будет давать вам возможность лучше выступить в КВК. Первый сезон КВК пройдет в формате 4 королевства на карте. Соответственно, есть 4 ранговых места за pre-КВК, и за то, что вы займете то или иное место, вы получите усиление атаки войск. Сраный умный. Да, дядь Петя, там не было Нурлана, не было Леши Щербакова. И здесь я хотел бы сделать маленькую такую напоминалочку вам. Если вы смотрели мои стримы, если вы смотрите мои гайды и конкретно смотрели подбор сетов экипировки на командиров, я всегда говорил, что самые важные статы, которые вы можете добрать для своих войск, для своих командиров, это статы плотности. Либо защита, либо здоровье. И почему я это говорил? Ребята, если вы посмотрите на усиление от pre-КВК, то здесь вы видите, что мы получаем большое количество атаки войск.
Поэтому я все это не зря вам доносил. Именно плотность будет более важным показателем, потому что стат атаки будет разгоняться, к примеру, бафами от КВК. И, например, заняв первое место, ваше королевство на всех участников будет получать общее усиление, увеличение атаки войск на 20%. Не зря я делаю для вас контент, смотрите его внимательно и запоминайте, что я вам рассказываю. Следующий вид приятных плюшек именно с подготовки к КВК — это еще один вид бафов, который вы получаете за уровень именно в противостоянии в пре-КВК, именно в ПВЕ формате. Здесь вам открываются различные уровни, в которых вы получаете также усиление. Поэтому выгодно всем королевствам топить максимально в данном событии, заполнять вот эту шкалу, выполнять задания, получать кристаллы, закидывать их сюда и, соответственно, получать различные бафы за различные уровни. Все эти проценты, которые выглядят на первый взгляд не сильно, которые выглядят вроде бы несерьезно, там 3, 5, 2%, на самом деле в общей массе будут давать всему вашему королевству, вашим аккаунтам очень серьезные усиления. Поэтому не пренебрегайте данным событием. И плюсом здесь есть еще сундучки, которые вы будете получать за то, что выполняете уровни, в которых также вам выпадают небольшие, но достаточно ценные и приятные награды. Для того, чтобы заполнять эту шкалу, как я и сказал, вам нужны определенные итемы. Данные итемы вы будете получать как раз таки вот в этих этапах, о которых мы говорили в начале. 5 этапов по несколько дней. Здесь будут различные задания. Вы лично должны их выполнять. За это вы будете получать различные плюшечки и бонусом будете получать кристалл вечности. Вот эти кристаллы вечности вам и нужны, чтобы вы индивидуально закидывали их в общий прогресс при КВК вашего королевства и, соответственно, помогали своему королевству и получали сами какой-то буст. Например, запасы еды — это этап второй. В нем вы должны собирать ресурсы на карте за определенное количество набранных ресурсов. Все это вам знакомо в различных ивентах. Вы будете получать ачивки, будете получать, соответственно, плюшки, и в них также будут эти кристаллы. Есть задания этапа, то есть которые у вас будут длиться весь этап, и есть ежедневные задания, в них вы тоже сможете получить определенное количество этих кристаллов. Здесь есть покупка самоцветов, призывы, здесь есть трата ускорений, трата кристаллов, трата энки. В общем-то, выполняйте все эти задания в каждом этапе и максимально забираете кристаллы и остальные плюшки и закидываете кристаллы в общий прогресс для участия при КВК. По названию данных этапов нетрудно догадаться, в принципе, что в них будет. То есть, если запасы еды, в основном это связано с фармом ресурсов. В найме, наверное, вы будете тренировать войска, соответственно, в создании доспех будете ковать снаряжение. То есть максимально готовьтесь при КВК, оставляйте для себя большое количество различных ресурсов на аккаунте, различных итемов, которые помогут выполнять вам все эти этапы и выполнять все эти задания. Не буду я сильно размыливать всю информацию по при КВК, давайте подведем итог. То есть, ваша главная задача — накопить различных итемов КВК. То есть, когда вы будете входить в подготовку, будут открываться этапы, соответственно, различные задания потребуют от вас различной активности. Я бы рекомендовал вам в первую очередь накопить большое количество энергии. Ребята, запомните, что КВК и при КВК, и я повторюсь, КВК само будет требовать от вас большее количество энергии. Именно энергия вам поможет и в при КВК, и в КВК получить различные плюшки, различные бусты, которые вы не можете получить именно в межсезонье, то есть когда вы находитесь на родной карте, когда КВК не запущена. Поэтому первая и главная рекомендация вам: всегда копите большое количество энергии. Лучше не бейте и не тратьте на ПВЕ юнитах энергию до КВК, а вот на при КВК и в самом КВК вы за счет нее, за счет той же суммы количество, вернее, энергии, вы сможете получить большее количество наград и, соответственно, еще попутно зацепите различные ивенты. Конечно же, к самому КВК вам потребуется накопить ресурсов и ускорений, потому что будут битвы, будут различные ПВЕ задания, и в самом при КВК также вам понадобится ускорение ресурсов для того, чтобы участвовать вот в этих этапах.
Да, все будут участвовать на своем возможном уровне, но хотя бы в каждом этапе забрать все доступные награды, закрыть все ачивки различными способами вы должны. То есть это будет давать вам дополнительный буст. Ну и конечно же помните, что королевство — это единая машина, которая должна работать как часы, которая должна стремиться к тому, чтобы все игроки максимально отдавались в активности именно в подготовке КВК и в самом КВК. Об этом я говорил неоднократно при КВК, который я вам сегодня показал. Именно вот этот ивент, вот эти этапы говорят о том, что в принципе я вам до введения системы КВК и всей вот этой истории не врал. Я всегда говорил, что королевства должны быть едины, королевства должны организовываться и, в принципе, стать одной единицей. Все племена, все альянсы — это одна единица, которые должны работать, повторюсь, как один механизм, как часы. Все должны активно участвовать в данном событии, должны заполнять максимально вот эту шкалу, вот этот прогресс, чтобы получить максимальный буст на КВК и там уже за счет своей активности, организованности, тактики, умения воевать, забрать более высокие награды, потому что в самом КВК, ребята, я также вас уверяю, будут очень хорошие награды за различные рейтинги, то есть будет индивидуальный рейтинг за очки, будут очки для общего рейтинга королевства, и, соответственно, там вы сможете получать, ну, просто овербуст по сравнению с тем, который вы получаете на родной карте до того, как стартовал КВК в вашем королевстве. Если у тебя больше вопросов по данному событию, по самому КВК, по философии КВК, по тому, как должны работать королевства, обязательно приходи на мои стримы, чтобы их не пропустить, ставь лайкосик. Соответственно, подписывайся на канал, прожимай колокольчик. Всегда на моем канале бывают лайв-трансляции, где я с вами в чатике общаюсь, и вы сможете задать интересующие вас вопросы. На этом я буду заканчивать. Надеюсь, данная информация была для вас полезна. С вами, как всегда, был Старина Фриги Викинг. Всех обнял, скоро увидимся.